Вы боитесь змей? Если нет, встреча даже с одной из них вряд ли будет радостным событием. А теперь попробуйте представить, насколько смелым и крутым должно быть животное, чтобы противостоять сразу нескольким змеям. Такой подвиг совершила морская игуана, которая обитает на Галапагосских островах. Причем каждая змея больше ящера в пару раз. Игуане не повезло. Она попала на тот участок скалисто-песчаного берега, где находится очень много змей. Это галапагосские полозы. Конечно, эти ядовитые безногие рептилии не собираются в стаи, но там их развелось настолько много, что они были вынуждены охотиться вместе. Пугающее место. Что бы вы почувствовали, если бы однажды вышли на пляж, и вдруг из скал вокруг к вам подползло с полдесятка змей? Запаниковали бы? Ответьте в комментариях. Но игуана, несмотря на скромные размеры, не растерялась. Она замерла. Точно знала, что змеи реагируют на движение. Помните старые фильмы франшизы «Парк юрского периода»? Там тираннозавр тоже реагировал только на движение добычи. Людям удалось спастись, потому что они замерли, и динозавр их просто не увидел. Вот только среди людей были ученые. Откуда же игуана знает о том, что змеи не распознают неподвижные объекты? Правда, эта хитрость не помогла. Змея оказалась слишком близко и почуяла запах добычи, которой сразу же пришлось бежать. Ведь несмотря на отсутствие конечностей, змеи тоже могут быть очень быстрыми. Началась погоня, и наш герой уже начал отрываться, но это не конец, а только начало настоящего кошмара. Как вдруг с разных сторон его начали окружать другие змеи. Ящерица уворачивалась, пыталась убежать, но ей некуда было деться. И сразу несколько змей ее укусили, а затем начали обвивать своими телами и душить. Думаете, это конец истории? Наверное, любое другое животное этого размера уже бы превратилось в змеиную закуску. Но только не игуана. Невероятно, но она сумела выпутаться из клубка и продолжить бегство. Дело в том, что у галапагосских полозов ядовитые зубы находятся в глубине челюсти, а не спереди. Игуана слишком большая, чтобы можно было ее укусить этими зубами, да и чешуя жесткая. После освобождения ящерица устремилась к скалам, где змеям карабкаться сложно. Правда, особо проворный полоз все-таки догнал добычу и пытался схватить за лапу в самый последний момент, но получил этой же лапой прямо по носу. Круто! А теперь представьте, что было бы, если бы они вышли 1 на 1, змея против игуаны. Нет, не надо представлять, мы сами вам покажем. Видно, что ящерица вообще не боялась приближаться к змее, хотя та намного крупнее. Когда между ними началась схватка, ядовитые зубы и на этот раз не смогли ничего сделать с прочной чешуей. Змея пыталась задушить жертву, но та оказалась слишком сильной. Ящер сам укусил противника за нижнюю челюсть и не отпускал. Наконец, змея вырвалась и начала отступать, причем игуана даже попробовала еще раз укусить противника, видимо, на прощание. Такое упорство легко объяснить тем, что игуаны — территориальные рептилии. Они часто бродят по своим владениям, осматривают их, и если встречаются с конкурентом, сразу бросаются в атаку. При этом по отношению к крупным животным и человеку эти пресмыкающиеся довольно пугливы, сразу пытаются скрыться в листве или воде, как только заметят опасность. И уж там их точно не поймать. И не только из-за скорости. Под водой эта рептилия может находиться до 30 минут. Для сухопутной ящерицы умение так надолго задерживать дыхание – настоящая редкость. Если же две эти рептилии начнут бороться за территорию или самку, это будет похоже на настоящую битву титанов. Особенно если учесть размеры, ведь морские игуаны с Галапагосских островов вполне могут вырасти до 5 футов или 1,5 метров, то есть намного длиннее немецкой овчарки или лабрадора. Неплохо для травоядной ящерицы, правда? Борьба двух таких огромных пресмыкающихся начинается как танец. Соперники кружат друг против друга, пытаются вытолкать со скалы, и, когда не получается, сталкиваются покрытыми острыми наростами лбами. Другие виды этих животных, как вот эта парочка красных игуан, тоже дерутся подобным образом, кружат друг с другом, толкаются и бьют хвостами.
Если сначала они кажутся неповоротливыми, то уже через несколько секунд становится понятно, такая чешуйчатая тварь может двигаться просто молниеносно. Даже со стороны, с помощью камеры, сложно проследить за движениями соперников. Интересно, что две игуаны во время битвы редко используют острые зубы и когти. Вместо этого они лишь толкают друг друга. А вы можете вспомнить других животных, которые ведут себя благородно по отношению к представителям своего вида, но беспощадно ко всем прочим? Ответьте в комментариях. Не хотелось бы, чтобы такой гигант разозлился на вас. Согласны? Даже если она вас не укусит, мало не покажется. Ведь хвост у этой рептилии втрое длиннее тела. Он очень мускулистый и гибкий. Во время драки ящер бьет им как дубиной или кнутом. Однажды он одним легким ударом буквально отшвырнул от себя кота, который почему-то решил, что эта добыча ему по зубам. И это при том, что кот был крупнее. Правда, скорость и сила не всегда помогают от действительно быстрых хищников. Что думаете, если ядовитые змеи не смогли справиться с этой ящерицей, то ее сможет завалить разве что хищник калибра пантеры или медведя? Как ни странно, опасность для них представляют еноты. Этот зверек орудует не только зубами, но и лапками. Да, чешуйчатую шкуру он не способен прокусить так быстро, как ему хочется, но ящеру просто некуда деться от когтей полосатого бандита. Рептилия даже отбросила хвост, но и это не помогло. Но, конечно, игуана может и укусить. Интересно, что все виды этих ящеров, в отличие от большинства рептилий, являются исключительно травоядными. Да, эти гиганты с мощными когтями и крутой чешуей являются вегетарианцами. Для того, чтобы перетирать растительную пищу, плоские зубы у этих ящеров, хотя и имеют форму листа, действительно острые, с зубчиками по краям. Если жесткую чешую других присмыкающихся им и не проткнуть, то обычную кожу запросто. Так что не шутите с ними. Хотя из-за отсутствия агрессии к человеку это животное иногда заводят в качестве домашнего питомца. Закончиться это может не лучшим образом. Правда, если они вегетарианцы, зачем тогда эта красная огромная игуана пытается откусить зеленому конкуренту лапу? Может, если дерутся представители разных видов, их благородство исчезает? По крайней мере, этот оранжевый гигант все-таки отпустил зеленого собрата и с довольным видом отправился по своим делам. Будто действительно преподал хороший урок. Да, и предупреждаем, не подходите к их гнездам. Вообще, рептилии далеко не самые лучшие родители на свете. Как и большинство других хладнокровных, игуаны не заботятся о детенышах после того, как те появляются на свет из яиц. Но вот о гнездах с яйцами они заботятся необыкновенно хорошо. Свои убежища они роют в земле. Если она слишком сухая и твердая, самка носит воду из ближайшего водоема во рту, поливает ею землю и уже затем мощными когтями роет и разрыхляет грунт. А затем укладывает яйца слоями по 6 штук, всего их до 35-36 в одной кладке. Так делают австралийские виды, которые живут в пустынных регионах. Американским и островным больше повезло. После того, как самка отложила кладку, она уходит и больше никогда к ним не возвращается. Но не подумайте, что ей наплевать на свое потомство. Ведь если гнездо в присутствии самки попытаются разорить, она тут же пойдет в атаку на хищника. Даже на такого сильного, как орел. Эта битва началась как раз, когда орел попытался украсть спрятанные яйца. Игуана не только бросилась под острые серповидные когти птицы, которая в несколько раз больше нее, рептилия к тому же схватила своей задней лапой орла и не отпускала. Даже когда когти птицы впивались в голову, самка не сдавалась. Причем жесткая шкура выручила и на этот раз. Несмотря на все удары, игуана выжила и даже сумела убежать, а орел остался без обеда. Но если рептилия уверена, что кладку не разрушит, ее отношение к территории становится более демократичным. Распространены случаи, когда сразу несколько самок откладывают яйца в одном и том же месте, просто потому что оно было самым лучшим и безопасным. И никто никому не мешает и не вредит. А иногда одну и ту же яму используют и игуаны, и аллигаторы. Это особенно часто можно увидеть в Панаме. Да и потом, когда из яиц появляются детеныши, эти присмыкающиеся ведут себя необыкновенно дружелюбно.
Целый год после появления на свет молодые особи держатся вместе. Это единственный вид холоднокровных, где наблюдается какая-то забота между родственниками. Когда на выводок нападают, братья защищают более скромных по размерам сестер и даже закрывают их своими телами. Больше ни одна рептилия так себя не ведет. Игуаны вообще очень загадочны. Например, у них есть настоящий третий глаз, расположен он наверху черепа. Да, со стороны он просто выглядит как странный нарост, но под светлой чешуйкой действительно находится рудимент глаза, светочувствительный, ведь имеет и хрусталик, и сетчатку. Можно сказать, что это вечно закрытый третий глаз. Зачем он нужен? Он направлен вверх, и с его помощью животное знает, когда его голову резко накрывает тень хищной птицы. Это дает лишние секунды на бегство. Что думаешь об игуанах? Теперь не будешь недооценивать этих на первый взгляд медленных и вальяжных ящериц? Ответь в комментариях, ставь лайк и подписывайся на наш канал, узнаешь много нового о самых крутых и опасных созданиях в мире.